Всем привет! Сегодня на обзоре целая серия детекторов, приборы для бесконтактного обнаружения электромагнитного поля. Название этих приборов оставлю в описании к видео. Хотя есть и вот такой более напичканный функциями мультиметра детектор, про него чуть позже. Данная модель имеет минимум функций. Это одна кнопка регулятор, он же кнопка включения и кнопка регулировка чувствительности. Для первого опыта начнем с постоянного напряжения на 3,5 вольта. И как видно, прибор спокойно улавливает электромагнитное поле. На 230 вольт все то же самое, есть отличное обнаружение, но при этом смотрим, как прибор может работать в качестве индикатора фазы, то есть распознает, где фаза и где нулевой провод. А если увеличить чувствительность, уже видим, на приличном расстоянии идет точное и отличное распознавание поля. Данный прибор работает от одного элемента питания стандарта 3А. Второй прибор почти похож по дизайну. Отдельные кнопки включения фонарика, отдельные кнопки регулировки чувствительности. И главное, этот прибор уже категории до 1000 вольт. Очень точное распознавание низкого напряжения на точно заданном расстоянии. Также смотрим отличная работа в роли индикатора фазы. Ну и благодаря возможности регулировки чувствительности можно для конкретной задачи подбирать оптимальные режимы работы. Функция фонарика светит достаточно ярко. И отличная петля для сцепления. Следующий прибор отличается от двух предыдущих более грамотной реализацией. Тут уже есть и дисплей. Сенсор теперь из прозрачного стекла. Этот прибор тоже работает на двух элементах питания стандарта 3А. Здесь всего две кнопки управления. Первая кнопка включения и второй включение фонарика и включение более высокой чувствительности. Прибор также неплохо реагирует на низкое постоянное напряжение. Высокое напряжение, все тоже неплохо. Фонарик тут очень хороший, смотрим, как ярко все светит. Еще один интересный прибор от бренда Beside. Здесь все реализовано очень просто. Особенно радует то, чтобы пользоваться фонариком нет необходимости включать сам прибор. Функция фонарика тоже работает на отлично. Отличное и достаточно точное обнаружение низкого напряжения. И, как видим, тоже можно использовать как индикатор фазы.
Питание организовано все те же два элемента питания стандарта 3А. И еще один интересный прибор с интересным названием бренда. Очень аккуратная сборка. Он также до 1000 вольт категория. Также есть возможность включения высокой чувствительности, совмещенная с кнопкой фонарика. Приятная зеленого цвета подсветка дисплея. Низкое напряжение, тоже все видим отлично. Питание все те же две батарейки 3А стандарта. Работает также индикатор фазы, функция. Обнаружение нулевого и фазного провода. И более габаритный, более крупный прибор. Но смотрим здесь, сборка отличается. Есть прорезиненные участки, приятные на ощупь. Тоже категория до 1000 вольт. А вот реализация фонарика здесь самая лучшая. Смотрим, есть линза фокусная в качестве рассеивателя. Питание все те же две батарейки 3А стандарта. На данной модели есть три режима работы: красный, зеленый и желтый. Оптимально подобранные режимы для более высокой, средней и низкой чувствительности. В красном режиме смотрим, идет точное обнаружение. Фонарик также светит очень ярко. И еще такая модель. Детектор, совмещенный с функциями мультиметра или наоборот. Запускается данная функция нажатием 3 раза кнопки Select. И как можем видеть, прибор распознает наличие фазы. Есть обнаружение и более низкого напряжения. Фонарик здесь очень слабый. Видимо, производитель решил сэкономить на энергии, так как применяется в качестве элементов питания шайба стандарта CR2032. И небольшой пример на то, как ведут приборы в шкафу электропитания. Тест на возможность безобразной интенсивности индикации. И как видим, все нормально. Все так же одинаково неплохо. Этот прибор, помимо того, что он крупнее и по размерам, но звук у него чуть потише. Неплохо. Тоже неплохо. Вот этот модель можно более точно подстраивать.
И еще один небольшой тест. В темноте на то, как светят фонарики, щиток, смотрим, все нормально освещает. Здесь фонарик кается чуть ярче. Этот вообще никакой, совмещенный детектор с мультиметром. Здесь также нравится фонарик. Несмотря на маленький светодиод, этот детектор тоже показывает отличную яркость фонарика. На одном и том же расстоянии большая площадь рассеивания света. И еще один прибор. Здесь луч уже более яркий, более собранный. Можно даже сказать, в какой-то мере слепит на близком расстоянии. А вот на более отдаленном расстоянии здесь уже намного лучше реализована яркость свечения. Подводя итоги, скажу, что этот мультиметр-детектор не сможет конкурировать с приборами, которые непосредственно выполняют основную роль детектора, так как там более лучше реализована эта функция, но как мультиметр этот прибор достаточно быстрый и очень точный. Про него есть отдельный обзор у нас на канале, а эти все модели прекрасно выполняют свою основную задачу, а то, что больше нравится вам, это уже решать вам. Если остались вопросы, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр.